Забудь все, что тебе говорили про великую страну. Про духовные скрепы, геополитику и газ в каждую хату. Вся эта кремлевская глубинная держава – это не ядерная сверхдержава, а облезлый сутенер в спортивках, который в одной руке держит дубинку с надписью «Росгвардия», а в другой – канистру нефти с надписью «Скидка для Индии». Рад приветствовать вас на канале «Утилизатор реальности». Тут мы раздеваем геополитику до гола и смотрим, чем там все воняет. Если вы впервые, не забудьте подписаться. Тут говорят то, о чем другие шепчут в сортире. Ну а если вы с нами давно, знаете, сейчас будет мясо, грязь и все, что скрывают за дипломатическими улыбками. Поехали дальше. Будет про то, как нефть кормит не страну, а систему, построенную на схематозе, ржавых танкерах и китайской терпимости. Россия живет на нефтедолларах. Не в переносном смысле, не частично, не в определенной степени. Она буквально с утра до ночи качает из земли грязное черное топливо, потом гонит его в танкерах под флагом Габона через Малайзию в китайские порты, а потом считает крохи, оставшиеся после скидок, обходов, взяток и санкций. Это не государство, это биржа сырья с ядерными боеголовками. И все, что ты видишь – армия, танки, война, РПЦ, патриотизм, пропаганда. Это все оплачивается с барреля Юралс, проданного с фальшивыми документами через офшор на Маврикии. Но с 2022 года все пошло не по плану. Запад сказал: все, баста, хватит кормить войну. И ввел эмбарго. А потом потолок цен. А потом страховку запретил. А потом еще чего-то придумал. И Кремль, как сутенер, которому перекрыли улицу, начал искать обходные дорожки. Там танкер под флагом Комор, тут смешение нефти в турецком порту, здесь платеж через китайский банк с 4 нулями в названии. А нефть все течет, а бабки все капают. Только уже не в луженые бюджеты, а в трусы, полные страха. Добро пожаловать в мир, где нефть – это не просто топливо, это валюта войны. И пока одни надевают бронежилеты, другие надевают смокинги, чтобы подписывать новые контракты на поставки латвийского бленда, в котором российская нефть маскируется как шлюха на таможне. Если бы у российского бюджета была мать, то звали бы ее Юралс. Потому что каждый год эта жирная, вонючая, но продуктивная корова вкачивала в казну до трети всех поступлений. Половина страны может жить в дерьме, но если нефть по $80, можно и новую волну мобилизации замутить и Пугачеву по федеральным каналам проклясть. На все хватит. Схема простая, как у наркомана. Выкачал нефть, продал за баксы, конвертировал в рубли, чтобы проще было проебать. Заплатил налоги, которые идут на армию, ментов, пропаганду, премии за охуительную лояльность. А теперь внимание! До 80% от прибыли нефтяных компаний уходит в бюджет через налоги и пошлины. То есть все эти Роснефти и Лукойлы – это просто бензоколонки с кассой для Минфина. Не для народа, для Минфина. Он – главный кассир режима. Но в 2022 году Запад хлопнул дверью, и скидочный магазин начал плавиться. Юралс продавалась по 45, когда бренд шла по 85. Скидка 40%. У нас такого даже на Алиэкспрессе не было. А теперь угадай, как считает российский Минфин. Они заложили в бюджет цену нефти в 6700 рублей за баррель. Но весной 2025 года она внезапно стала чуть больше 4. Разница минус 40%, то есть все по пизде официально. Недобор по деньгам, дефицит, латание дыр за счет китайских юаней из Фонда национального отчаяния, он же ФНБ. Формально действует бюджетное правило. Типа, все, что дороже 60 лиров за баррель, идет в кубышку, а все остальное – на войну и ментов. Но по факту теперь нефть еле дотягивает до этих $60. Поэтому кубышка пуста, а война дорогая. И в апреле 2025 Минфин впервые за год начал продавать валюту из резерва, чтобы хоть как-то заткнуть дыру. Не войной единой, как говорится. В сухом остатке. Нефть идет, деньги приходят, но прибыли все меньше, а расходов все больше. Россия все еще держится, но уже как-то не очень. И это все на фоне запаха дизеля, пролившегося в нейтральных водах у побережья Малайзии с танкера, застрахованного через дядю Васю из Абу-Даби. Когда Запад закатил глаза и сказал: «Все, хватит, мы больше не будем покупать российскую нефть», в Кремле на секунду наступила паника. Типа: «Бля, а что теперь делать с сотнями миллионов баррелей? В задницу себе закачать, что ли?» Но нет. В ход пошел великий русский схематоз. Если нефть нельзя вести под российским флагом, да меняем флаг. Если нельзя страховать, да и создадим свою страховую с блэкджеком и санкциями. Если цена выше потолка,
Ну и что, просто выключим трекер, перегрузим в море и скажем: а это вообще мазут из Омана. Так родился теневой флот России. Гигантская армада старых ржавых обоссанных танкеров, который не взял бы даже Сомали. Флаги: Габон, Коморы, Кука, Папуа-Новая Гвинея и прочие туристические агентства. Судам по 25 лет. Трекеры выключены. Названия меняются каждые 2 месяца. Реальный морской маскарад, бал нефти и мракобесия. Но цирк был бы неполным без западной наивности. Ой, ну мы введем потолок в $60 и все, Россия сдастся. Спойлер. Россия продавала и продает нефть выше этого потолка уже годами. Просто не вам. И не по вашим правилам. А чтобы запутать следы, придумали Latvian Blend. Это когда ты берешь российскую нефть, мешаешь ее с какой-нибудь азербайджанской, называешь ее балтийская смесь с ароматом демократии. И вуаля, перед тобой нефть, которая не пахнет Путиным. Еще один фокус. Перевалка с борта на борт. Тебе не показалось. И это как если бы тебя не пустили в клуб, но ты переоделся в женское платье и залез через черный ход. Танкер вывозит нефть из Приморска в нейтральные воды у Малайзии. Там стоит другой танкер, куда эту нефть просто переливают. Документы? Это нефть из Камбоджи. Welcome aboard, sir. А теперь вишенка на торте. Россия сама себе придумала страховщика. Российская национальная перестраховочная компания. Она как будто говорит: да я сам себя страхую, я же не дурак. А потом, когда танкер затонет где-нибудь у побережья Турции, никто не знает, кто должен платить. Виноват призрак. Запад бесится, ЕС штампует пакеты санкций, Лондон вводит запреты, а Россия делает то, что она умеет лучше всего. Смотрит в глаза, врет, торгует и ржет. Если бы у России был Тиндер для продажи нефти, то профиль выглядел бы так. Имя Федерация, увлечение, переработка, обход санкций, флаг Панамы. Предпочтение, платеж в юанях или в рупиях. Ищу надежного клиента с низкими моральными стандартами. И она его нашла. Не одного, а сразу 2. Китай и Индия – 2 толстых кошелька, которые прикидываются нейтральными буддистами, а на деле в полном экстазе скупают российскую нефть по цене просрочки. Индия – страна, которая 50 лет покупала нефть у арабов, но с 2022 года вдруг влюбилась в Уралс. Почему? Да потому что скидка по $30 за бочку. В обычной жизни такие скидки дает только бабка на рынке перед закрытием. Индусы не парятся. Нефть берут, перерабатывают, делают из нее дизель и продают в Европу. Да-да, Европа, которая отказалась от российской нефти, теперь бодро заливает в баки индейский дизель, сваренный из российской Уралс, купленный по скидке и проданный с наценкой. Индия даже не стесняется. Там на уровне правительства говорят: мы покупаем пока дешево, нам похуй откуда. А вы не боитесь санкций? А кого нам бояться? Байдена? А теперь Китай. Те вообще гении подставного потребления. У них нефть идет эшелонами. Трубами, танкерами, ведрами. Половина на госкомпании типа Синопек и Петрочайна. Вторая половина на так называемые чайники. Это не метафора. Так называют независимые заводы в провинциях, которые готовы переработать все, что горит. Хоть мазут, хоть кокс, хоть диктатора. И эти чайники хавают СПО, Юралс и все, что плывет с ржавого танкера под коморским флагом. А потом делают из этого экспортную химию и шлют ее, угадай куда, да снова в Европу. Вот такой вот углеродный бумеранг с китайской ленточкой. А теперь красота. Платежки. Китай платит в юанях. Индия в рупиях или дирхамах. Россия в ответ такая: а можно все-таки долларами? Нет, нельзя. Но мы дадим тебе $1 миллиард рупий. Правда, ты с ними ничего не сделаешь, но держи. В итоге российский Центробанк тонет в тоннах валюты, которую можно разве что курить. А когда Трамп сказал: будете покупать ввиду санкций, Китай ответил: не лезь, сука, мы сами разберемся. А Индия: нам бы еще скидочку, пожалуйста. У нас выборы на носу. В сухом остатке Россия качает, Индия и Китай берут. Европа делает вид, что не замечает. Деньги идут. Но все это через десятые руки с китайским шепотом и индийским подмигиванием. Так выглядит внешнеполитическая победа Кремля в 2025 году. Когда ты вроде бы все еще зарабатываешь, но выглядеть начинаешь как валютная проститутка, которая скидывает цену, лишь бы клиент не ушел к саудитам. Когда Европа вводила ценовой потолок на российскую нефть, все это напоминало семейную ссору либеральных интеллигентов. $60 за баррель. Такой был установлен порог в 2022. И все дружно сказали: теперь Россия точно не сможет продавать дороже. А Россия взяла и начала продавать дороже. Просто не через Лондон и Гамбург, а через Дубай, Куала-Лумпур и условный Империя Папуасия Лимитед.
Как это работает? Танкер не страхуется через британский PNI, а страхуется через Росстрахсобез номер 3. Платеж идет не в долларах через HSBC, а идет в юанях через банк имени Дэн Сяопина. Цена в документах $59, но к ней случайно прилагается оплата доставки, климатическая надбавка и бонус за лояльность. В итоге Уралс идет по $65-70. Все понимают. Но официально мы соблюдаем потолок честно-честно. А теперь фишка сезона – теневой флот. Ты не поверишь, но более 1000 судов возят российскую нефть по левым схемам. Старые, как дерьмо мамонта. Под флагами стран, которые даже не знают, что у них есть флот. Навигаторы выключены, документы поддельные, страховка-то на авось. И вот это дерьмо течет в Индию, Китай и дальше, в Европу, как азиатский дизель. В ЕС охуевают. Мы же запретили? Запретили, но не то. В 2025-м Европа попыталась ужесточить игру. Ввела динамический потолок на 15% ниже рыночной цены Уралс. Типа, если нефть стоит $58, значит потолок теперь 49. Россия такая. Угу. Ну вот, мы услышали. А США? Америка смотрит на весь этот цирк и такая: $60 нормально, пусть будет. А потом внезапно приходит Трамп с портфелем и говорит: или мир, или 100% пошлины на всех, кто покупает русскую нефть. Индия охренела, Китай поржал, а танкеры начали разворачиваться в открытом море, как будто передумали быть соучастниками преступления. И вот оно, торжество санкций. Нефть течет, деньги капают. Все делают вид, что не при делах. А Россия, как дешевая шлюха, торгует ниже рынка, платит за обход, теряет прибыль, но все еще живет. Эти санкции, как дырявый презерватив, официально защита, по факту потом 9 месяцев удивлений. Вот давай без иллюзий. Россия сегодня – это не энергетическая сверхдержава. Это стратегическая жрица любви, которая стоит у шоссе мировой экономики с табличкой: дешево, без страховки, круглосуточно, любые позы, кроме демократии. Нефть – это не экспорт, это орган донорства, только органы умирающей империи. И пока Запад корчится от своей морали, а Восток стрижет купоны, Россия продает свою жопу за баррель. И неважно кому – Китаю, Индии, Танзании или каким-то латиноамериканским нефтяным гурманам. Текущий расклад. Нефть идет, но скидка 30%. Деньги капают, но в рупиях, которые нахуй никому не нужны. Танкеры плывут, но могут взорваться, потому что застрахованы через Гарри Поттер Инкорпорейтед. Санкции есть, но только для тех, кто их соблюдает. Итог. Россия по-прежнему зарабатывает на нефти. Но все глубже и глубже сосет. У Китая, у Индии, у самого себя. Бюджет трещит, резервы тают, дефицит растет. А нефть все та же черная, как совесть патриота. И вонючая, как риторика Соловьева. Это даже не экономика, это эксплуатация собственной ресурсной шкуры, причем по курсу минус 15% от рынка. Это не партнерство, не геополитика. Это системный минет за валюту. А Кремль делает вид, что все под контролем, что это стратегия, что мы обошли санкции, мы всех переиграли, мы великие. Хотя на самом деле просто сидим в луже нефти, обмазанные флагами Зимбабве, и ждем, пока кто-то даст еще пару долларов за старый мазут. Финал. Россия, да как тот алкаш, который когда-то владел заводом, а теперь сторожит его ворота и рассказывает всем, что все еще при делах. А нефть – это уже не ресурс. Это алимент, который Кремль платит за право быть хоть кем-то на мировой арене. И единственное, что осталось – это показать, что ты не сдаешься, пока тебя не вытряхнут окончательно. Но запах уже чувствуется. Он пахнет гнилью, сыростью и дешевой нефтью. С душком империи, у которой закончились даже не деньги, а понты. Спасибо за просмотр, друзья. Вы были на канале «Утилизатор реальности». Месте, где мы не молчим, не заискиваем и не боимся называть вещи своими именами. Если хотите, чтобы такие видео продолжали выходить, подписывайтесь, ставьте лайк и, если есть возможность, поддержите канал. У нас нет грантов, спонсоров или нефтяной трубы в подвале. Все держится на вас. Сумма поддержки копеечная, по сути, как 2 чашки кофе в месяц. А смысл огромный. Увидимся в следующем выпуске. И помните, в этой реальности либо ты ее утилизируешь, либо она утилизирует тебя.